Как вы считаете, как было бы правильнее выстраивать взаимоотношения между сотрудниками, простыми, средними, топ-менеджментом, как сейчас говорят, да, там, или высшими руководителями в компании, владельцами, акционерами? Есть как бы бизнес в разных качествах природы, от низших до самых высших качеств. То есть материальная природа, она разнообразна качествами, не все качества как бы, полезны, есть вредоносные качества, есть качества разрушительные, есть качества возбуждающие, агрессивные качества, есть качества умиротворяющие, качества есть знания, есть качества любви, то есть градация, то есть иерархия тоже существует. И в соответствии с этими качествами бизнес тоже может быть разного качества. Отсюда эта иерархия возникает. Например? Самый низший уровень бизнеса – это жадность. Это качество жадности. То есть я просто хочу для себя как можно больше иметь. Я вступаю в эти отношения, но только со своей чисто корыстной эгоистической целью, для собственной наживы. Я использую людей, конечно же, партнеров, но только исключительно для собственной наживы. Меня не интересует польза для людей или, скажем, для того же партнера. То есть мои желания превыше всего. Это самая низшая категория как бы бизнеса. Можно сказать, бандитский бизнес таким вот считался. То есть люди просто правдой-неправдой, различными способами, как на войне. Они просто дезинформируют, обманывают, лишь бы схватить свой, лишь бы выжить самому. Это самая низшая как бы категория такого, животного, агрессивного уровня, так скажем, деятельности. А выше, когда мы уже понимаем, что это приводит к чему? К тому, что я просто становлюсь изгоем в конечном итоге общества, преступником в обществе, то есть теряю репутацию. И тогда, я вступаю в цивилизованную жизнь на более высокий уровень, когда я хочу также, чтобы партнер тоже получал от меня какую-то выгоду, взаимно. Мы как друзья по бизнесу, партнеры по бизнесу, получается, уважаем друг друга. Здесь качество уже уважения больше, видите, почтение добавляется, этот бизнес выше уже. И есть бизнес наивысшего уровня, то есть, который может мир изменить, превратить его в обитель счастья, рай на земле создать, когда все люди сотрудничают с одной высшей целью на благо всех это делают. То есть вы считаете, что у современного предпринимателя может быть такая задача построить какое-то благо для всех? Например, это не руководитель страны, а прям бизнесмен, руководитель компании? Несомненно. То есть дело тут не в руководителе страны. То есть цель общую разделяют все, от руководителя страны до самого простого рабочего. Тогда это можно назвать обществом, единым обществом. Если у каждого свои цели эгоистические, то это низший уровень общества, где раздрай, ссоры, конфликты, непонимание, страх, недоверие. Это нельзя назвать, строго говоря, обществом. Это сборище. Сборище, где люди просто выживают друг с другом, то есть на выживание работают. Волчий закон. Несомненно, должна быть высшая цель у каждого человека. У предпринимателя, который, я не знаю, у него там 500 человек компания, они собирают там столы. Собирают неплохие столы, продают, получают свою какую-то прибыль. И он говорит, у меня же в уставе написано, пунктом номер 1, в уставе у любого предприятия написано извлечение прибыли. И тут мы ему говорим, товарищ, а высшая цель – это благо для всех. Хорош уже думать много о деньгах, давай благо всем. Говорит, зачем мне думать обо всех, если у меня всего лишь компания на 500 человек. Это даже не микрорайон в городе. Вот пусть там думают где-то правители об этом, а я тут о маленьком своем материальном благе. Например, счастье уходит у человека, или деньги убывают. Они же убывают, мы их приобретаем, но они же убывают. Бывает тратим, такое, да. Мы не можем их навечно сохранить, это текущее такое свойство текучести, имеют деньги здесь, потом их нет, потом снова так, круговорот какой-то, и они уходят от нас деньги. Счастье от нас может уже уходить куда-то. Да это что мы делаем, когда уходят? Мы в погоню бросаемся за деньгами. То, что вы сейчас описали, это погоня как раз за деньгами, за бизнесом. Когда я пытаюсь достать, вырвать какие-то деньги, это такой тяжкий труд, где я в замкнутом пространстве нахожусь в своей какой-то деятельности, этих столов или стульев, и вижу только как это все сделать, не потеряв ни копейки, как это время сэкономить, как эффективно наладить труд. И я гоню, и себя, и других гоню за деньгами. И только так я могу что-то
на ходу достать из жизни, оторвать от этих вот денег для себя. А есть другой способ, когда счастье приходит само по себе. Так же, как и деньги могут приходить сами по себе. Вот это искусство как бы еще не изучено. Мы сейчас на пороге, как человечество, мы сейчас на пороге вот к этой науке находимся. Когда все приходит само по себе в результате взаимоотношений. Например? Ну, например, как семья. Вот дети же не заботятся, да, как урвать деньги, как урвать счастье. Их обеспечивают родители. Вот это пример маленькой семьи. И вот теперь, как если расширить этот пример вот в других масштабах, это уже зависит от нашего как бы уже уровня сознания и ответственности. Насколько мы сможем расширить это понятие семьи за пределы вот своей собственности, заботы о других, вот распространять любовь, не только давать какие-то инструкции, требования. Есть же такие браки, знаете, когда вот только инструкции и требования, брак разваливается рано или поздно, они разводятся. Тут требуют инструкции, требования, а где любовь-то вообще? То есть я уже устал работать на тебя, а я устал работать на тебя вообще. Я хотел бы просто счастья какого-то нормального. То есть, опять же, два интереса эгоистические. Здесь пример как раз отсюда мы сейчас рассматриваем, где есть эгоистический пример. То есть условия таковы, что общество требует от меня денег, больше ничего не требует начальство, ничего другого не требует. Вот давай деньги и все, вот выполняй план, и давай прибыль. Ну, позвольте, любой предприниматель скажет, ну, от меня государство требует доходы, налоги с этих доходов, я должен их платить. Причем я должен думать в первую очередь о них, о зарплатах, где купить исходный материал, где сделать, где построить фабрику, как платить эту аренду и так далее. А вы говорите, давайте действовать как дети. Это же вот все же придет, кто-то же тебя накормит. Он говорит, ну вот сравнили тоже меня и ребенка. Это несколько идеалистично выглядит. Да, ну, например, вот это как точно. Поезд идет на полном ходу. Там уже включены какие процессы, там уже, так сказать, железная дорога есть, уже машинист есть, уже проводники есть, все уже оплачено, билеты куплены, станции уже рассчитаны, расписание уже есть, и он должен идти по этому расписанию. Сейчас как раз пример такой, что уже жизнь так устроена. Мы, конечно, она так не устроена, это мы ее так устроили. А теперь мы говорим, давайте в обратную сторону. Такая утопическая, значит, идея появляется. Давайте-ка в обратную сторону, или вот резко перпендикулярно вправо. Не меняя скорости, да? Мне же скорость нельзя менять, это же все остановится, развалится предприятие, не так ли? Это все, это хуже смерти будет. Если поезд внезапно остановить, ну, смерть. Так не получится, совершенно верно. Нужно сменить стрелку в нужном месте, в нужное время, на нужный градус. И поезд, не меняя скорости, уже будет постепенно менять направление. А зачем менять-то? Ну, я понимаю, что чтобы там как-то сдвинуться, да, надо подумать, где может быть эта стрелка, заранее ее подготовить, подъезжая к ней, перевод, и мы едем немножечко по-другому. Но вопрос, зачем менять-то? Людям вот в этой трясучке, в этом драйве, какой бы он ни был позитивный или негативный, им иногда так хорошо. Они так говорят, ну, вы же видите, как мне тяжело, я предприниматель. Это хорошо тем, кто едет в вагоне люкса. Им на самом деле хорошо. Вот те едут уже, кто едет в общих вагонах или без каких-то, или зайцем как-то попал туда, в эту жизнь вообще, тем гораздо хуже. И кроме того, направление этого поезда тупиковое, а бывает еще и хуже, гибельное. То есть пропасть.